How many people are new today that were not here yesterday? Кто сегодня пришел впервые, кого вчера не было здесь на лекции? Good. Welcome. Welcome. Добро пожаловать. What I'll do is I'll repeat some of the main points from yesterday. И тогда я повторю какие-то основные пункты, которые мы вчера обсуждали. You know, Buddhist way of life is something not just intellectual. Буддийский образ жизни, он связан не только с нашим интеллектом, It's something experiential. но также и с нашими переживаниями и ощущениями. So this is all about kind of, you know, a smorgasbord. I'm sorry. I don't think I know this word. You know a smorgasbord? No, I guess what it can be, but I don't know. It's a Scandinavian word. Вот It means like a buffet. Барри употребил слово, которое было мне незнакомо. Это скандинавское слово, которое означает как бы буфет, но, наверное, можно сказать сборная солянка, да, если по-русски. I actually spent a year studying in Sweden when I was younger in the University of Lund. Дело в том, что когда я был в молодости, я провел год в университете Лунд в Швеции, я там учился. Jag har fått ett betyg i teoretisk filosofi vid universitetet i Lund. И там я изучал философию в университете Лунда. So smorgasbord is part of my vocabulary. Так что вот это вот слово, это часть моего словарного запаса. Like a Scandinavian buffet. Скандинавский буфет, ну, имеется в виду как шведский стол. Вот. So we're introduced to a variety of different concepts and approaches. Мы как бы знакомимся с самыми разнообразными концепциями и подходами To training the mind. К тренировке ума. You know, we called this yesterday and today meditation. Вчера и сегодня, то, чем мы занимались вчера и будем заниматься сегодня, мы называем медитацией. And if we look at the concept or the idea of meditation in a slightly broader sense, И если мы посмотрим на само понятие медитации с такой более широкой точки зрения, it's all about training the mind. То можно сказать, что медитация – это и есть тренировка ума. Training the mind to be better. Это тренировка, которая позволяет уму стать лучше, More peaceful, более умиротворенным, more calm, более спокойным, able to make decisions better, способным лучше принимать решения, because one is slowly gaining understanding of a deeper reality. потому что в процессе медитации человек постепенно обретает более глубокое понимание реальности. And as we start to understand reality more correctly, И по мере того, как мы все более правильно понимаем реальность, our decision making improves. улучшается также наш метод принятия решений. So meditation is now creeping into many aspects of life around the world. И сейчас во всем мире медитация постепенно встраивается в самые разные области человеческой жизни. A few years ago, maybe 2 or 3 years ago, I think 3 years ago, I was in Ulaanbaatar in Mongolia teaching, and one day I was giving a talk at an athletic university. И примерно 2-3 года назад я был в Улан-Баторе, в Монголии, давал учения, и у меня были лекции в университете физкультуры. And you know, the audience was filled with the students who were training mostly in wrestling. И в аудитории в основном были студенты, которые тренируются и занимаются борьбой. These guys were big. Они были такие большие ребята. Men and women. И были не только юноши, но и девушки тоже. And so I gave a talk. И вот я выступал перед ними. And in the talk I said, you know, I'm not a wrestler. Лично я сам не борец. But I wonder if meditation could be useful in wrestling. Но я думаю, что, наверное, медитация может быть полезна и для борцов. Then I finished my talk.
И когда я закончила свое выступление, the doors at the back opened. открылись двери, A very large man walked in. и вошел очень крупный мужчина. Students immediately jumped to their feet. Студенты все мгновенно вскочили на ноги Silent. и застыли в молчании. And I was introduced. His name is Mr. Bat Erden. И меня представили, его звали Бат Эрдин. And it turns out that he was the 11 or 12 times national Mongolian wrestling champion. И выяснилось, что он 12-кратный чемпион Монголии в борьбе. So he was quite a hero. Так что он был такой национальный герой. He also, at that time, was an MP, a member of parliament. А в то время также он был членом парламента монгольского. And also founder of this university, that university. И также он был основателем этого университета. So he came up and he gave a talk. Итак, он взошел на сцену и обратился с речью к присутствующим. He had not heard mine. Sorry? He had not heard mine. Sorry? He had not heard my talk. Sorry. И он обратился к присутствующим, но надо отметить, что мою речь предыдущую он не слышал. And in his talk, he said when he used to wrestle competitively. И в своей речи он сказал, что для того, чтобы быть успешным в борьбе, He used to meditate. Он занимался медитацией. He said that it very much helped reduce the pre-competition anxiety. По его словам, медитация очень хорошо помогала ему снизить уровень беспокойства перед соревнованиями. And more we're seeing in fields in leadership fields, people that are leaders in whatever field they are. И если мы посмотрим, например, на людей на любых руководящих уровнях, Are coming together to learn meditation techniques. то мы увидим, что все больше и больше из таких руководящих, из людей на руководящих позициях начинают изучать медитацию. To be better leaders, make better decisions. Для того, чтобы быть более успешными лидерами и принимать более правильные решения. We're seeing now that in the field of education, И сейчас мы также видим, что в образовании there's just a beginning waking up to this fact. Тоже начинают обращать внимание на этот факт, That calmer, more peaceful minds что более спокойный, умиротворенный ум can make better decisions, позволяет нам принимать лучшие решения, hence can be better at their study соответственно, позволяет нам учиться лучше, and exam. Лучше сдавать экзамены. So as I mentioned yesterday, there's a real movement afoot in many countries, particularly in the West, to develop this kind of curriculum for some kind of mind training based on secular ethics, honesty, integrity, trust, love, compassion, and bring that into the schools to educate our children that way. И как я уже упоминала вчера, в европейских странах, на Западе сейчас все ширится движение, которое старается внедрить в систему образования вот такую тренировку, основанную на светской этике, на принципах честности, открытости, для того, чтобы помочь детям узнать об этих ценностях и встроить их в свою жизнь. So you can see, like we talked about yesterday, I'll mention this now here for the new people, that Buddhism is not your typical religion. И вчера мы уже об этом говорили, сейчас я просто еще разок напомню для тех, кто пришел вновь, что буддизм – это не типичная религия. Actually, it's more of a science. Буддизм скорее ближе к науке. It's a science of the mind. Науке, которая изучает ум, A science of the heart, которая изучает сердце, involved with reducing these destructive emotions. и которая стремится к тому, чтобы ослабить разрушительные эмоции. And so we call that kind of Buddhist psychology or science of the mind. Мы называем это буддийской психологией или буддийской наукой об уме. And then there's an effort to penetrate more deeply into the nature of reality.
И также мы стараемся проникнуть глубже в природу реальности. And the core of that exploration is to find out who we are. И в центре этих исследований заключается задача понять, кто же мы. Because it's usually us that get ourselves in trouble. Потому что, как правило, причина наших неприятностей в нас самих. Our destructive emotions don't come from somewhere outside. Наши разрушительные эмоции не приходят откуда-то извне. They come from here. Они приходят изнутри нас. So Buddhism is kind of a reorientation. И буддизм – это своего рода переучивание. To looking inside. Мы как бы учимся смотреть внутрь себя. And when the course needs to be adjusted, и когда мы видим, что нужно что-то исправить, to adjust the course. То буддизм помогает нам исправить свое поведение. From something that's maybe a bit more destructive or negative, помогает нам исправить свое поведение и свои мысли, направить их из более негативного, деструктивного русла to something more positive, в более позитивное и созидательное русло, wholesome and healthy. которое более целостное и полезное для здоровья. Now, guilt is not part of Buddhism. Чувство вины – это не часть буддизма. There's no concept for guilt. В буддизме просто нет места этому понятию вины. There are concepts for mistakes. Естественно, есть понятие ошибки. And mistakes happen because we lack the knowledge. Ошибки происходят в силу отсутствия у нас знаний. And lack the sort of willpower. И недостаточной силы воли. To act in a way that brings happiness and joy to ourselves and others. Недостаточной силы воли для того, чтобы действовать таким образом, чтобы стать счастливее. We all have negative habits, negative ways of life. У нас у всех есть отрицательные привычки и отрицательные действия, которые мы совершаем в своей жизни. And so, in another way, Buddhism is all about discovering these negative habits and then slowly uprooting them. И буддизм помогает нам увидеть в себе, распознать в себе эти вредные привычки и постепенно с ними бороться. And eventually uprooting them completely. И в конце концов полностью их искоренить. So I'm going to give you a little schema of how we get into trouble. Я сейчас вам так схематично расскажу, каким образом начинаются все наши проблемы. And how we get out of trouble. И как нам с этими проблемами бороться. It's a very general schema. Это будет такая общая схема. And in a way, it's a way of summarizing all of Buddhism. И в какой-то степени это будет также кратким изложением всего буддизма. Destructive emotions разрушительные эмоции lead to action, lead to doing something, move us, propel us into action. заставляют нас делать что-то. Action creates karma. Наши действия порождают карму. Karma is this kind of, an action is finished and something is left over, like we talked about yesterday, kind of a residual. Вчера мы уже говорили о том, что такое карма. Когда действие закончено, оно закончено, но остается некий остаток после него. And that residual has potential to bring about a consequence. И вот этот вот остаток, он может потом развиться, созреть для того, чтобы принести какие-то плоды. And if the action was helpful, и если действие было позитивным, that residual sometime later will ripen into happiness. то этот остаток, он когда-нибудь созреет и станет причиной нашего счастья. And the opposite. И точно то же самое верно и в обратном If the смысле. action was harmful, hurtful, Если действие было негативное, разрушительное,
that residual sometime later will ripen into pain. То остаток от этого действия когда-нибудь созреет и принесет нам боль. Okay. So the schema is destructive emotions. Итак, наша схема. Сначала разрушительные эмоции, карма, and then suffering or difficulties. И затем страдания или трудности. The way out Как из этого выбраться? is to recognize Необходимо распознать, what's fueling the destructive emotions. что Why are подпитывает, the destructive emotions arising? что подпитывает наши разрушительные эмоции, почему вообще они возникают. It's because we're mistaken. Потому что мы ошибаемся. We live under a cloud of ignorance. Мы живем, окруженные облаком неведения. We usually don't know that. И мы сами обычно об этом не знаем. I mean, sometimes we feel confused or we feel doubt. Конечно, иногда мы чувствуем какие-то сомнения или затруднения. That's a type of ignorance. Это один из видов неведения. This kind of ignorance is even deeper than that. Но неведение, о котором я говорю, оно еще глубже. This kind of ignorance is taking things that we see, that we hear, that we think about to be real. Неведение, о котором я говорю, заключается в том, что вещи, которые мы видим, слышим или о которых мы думаем, мы воспринимаем как реальность. And they're not. А они реальностью не являются. We are not real. Мы сами не являемся реальностью. Yet we take ourselves to be very real. Однако сами себя мы воспринимаем как нечто вполне реально существующее. Very serious. И очень серьезно к себе относимся. If mama doesn't give some milk, I'm going to cry. Если мама не напоит меня молоком, я буду плакать. We take ourselves very real. Мы себя воспринимаем очень серьезно как реально существующих. If someone says a bad word to us, Если кто-то нам что-то говорит плохое, we immediately get upset мы тут же расстраиваемся and may get angry. и можем даже рассердиться. We take ourselves so real. Потому что мы себя воспринимаем как реально существующих. Because we're under this kind of cloud of ignorance. Потому что мы живем в этом облаке неведения. So I mentioned, did I mention about mirage yesterday? No, you didn't. Didn't. So the Buddha gave some analogies of how we're under this kind of ignorance. И Будда в своих учениях приводил аналогии для того, чтобы мы увидели, что это значит, что мы в неведении находимся. One that he gave was of a water in a mirage. И одна из таких аналогий, сравнений, это вода и мираж. So you're driving down the road in the country in the hot summertime. Представьте себе, что вы едете по дороге где-то в полях жарким летним днем. It's a black-topped road. Черный асфальт. Asphalt, thank you. And you see you're very hot, your air conditioning is not working. Очень-очень жарко, в машине не работает кондиционер. And you see some water, a lake in front of you. И вдалеке вы видите какое-то озеро. Say, wonderful, I'll stop the car and dip my feet. И думаете, о, замечательно, вот там-то я остановлюсь, выйду из машины и пойду ножки промочу. Cool down. Немножко охлажусь. And you keep driving. И вы все едете, едете. And that lake starts to shrink. А озеро постепенно становится все меньше. And when you get closer to it, it's gone. И когда вы уже почти к нему подъехали, вдруг раз, и оно исчезло. It was actually never there. Потому что его там никогда и не было. It was just a mirage. Это был всего лишь мираж. The Buddha gave another analogy Будда привел еще одну аналогию. of an image in a dream. Это картинка, которую мы видим во сне. Early this morning, or maybe yesterday morning, I had a dream of my father. Может быть, сегодня или вчера мне приснился мой отец. Who about 5 months ago, almost 5 months ago, he died. Который скончался примерно 5 месяцев назад. And I had a very warm, lovely dream of my father. I think it was yesterday morning. Я думаю, это было вчера, ближе к утру. Мне приснился очень хороший теплый сон, в котором я видел моего отца. And I felt very close and connected with him. И я ощутил чувство близости к нему. I felt very happy. И был очень счастлив во сне. I woke up. А потом я проснулся. And then I realized my father actually wasn't there.
А потом я проснулся и осознал, что отца-то моего, конечно, не было. That was just an image in my dream. Это был всего лишь образ, который явился мне во сне. The Buddha said, excuse me. The Buddha said everything is like that. Буддисты говорят, что все вокруг нас подобно такому образу во сне. And the analogy of waking up, И аналог момента просыпания the Buddha used that analogy a lot. Будда использует очень часто. And it means waking up from our ignorance. Когда Будда использует это сравнение, он имеет в виду, что мы просыпаемся, восстаем из нашего So состояния the slumber неведения. of sleep Это состояние сна, is like ignorance. оно подобно нашему неведению. And waking up А пробуждение is like seeing things correctly. означает, что мы начинаем видеть вещи в истинном свете. The Buddha gave another analogy, Будда приводил и другое сравнение. which I'll put in a modern idiom. И я сейчас его немножечко в более современном виде вам передам. It's like looking at an image on the screen, the TV screen. Это подобно тому, как мы смотрим на картинку на телевизионном экране. We take those images on the TV screen to be real. Мы воспринимаем эти картинки, которые мелькают перед нами на экране, как реально существующие. We watch a football match, Допустим, смотрим футбол, and somebody from far away kicks the ball right into the goal. и, например, один из игроков с дальнего края поля ударяет по мячу и попадает в ворота. And if it's our team, we just automatically go, yay! И если это команда, за которую мы болеем, мы тут же кричим «Да, ура!». If it's the other team, we go, ah! А если это команда противника, то мы очень расстраиваемся. Automatic. Автоматически, сразу. As if what's happening on the TV screen is real. Как если бы то, что происходит на экране, было реальностью. It's just shadows, black and white color shadows. Но на самом-то деле это всего лишь тени, черно-белые картинки. So when you go up to the screen and try to look for those players, those football players, И если вы подойдете к экрану и попробуете найти действительно этих футболистов, you kind of look at the side of the screen, look from the top, you look behind. вы можете посмотреть с одной стороны экрана, с другой, заглянуть сзади. No football, Вы увидите, что футболистов-то там нет, no football players. и нет футбольного мяча. So Buddha said that everything is like this. Но Будда говорил, что все вокруг нас подобно вот таким картинкам. Actually, this cough is getting better. Я прошу прощения, но кашель у меня уже, кажется, становится лучше. I had a very good sleep last night, И вчера я очень хорошо поспал, but it still sounds a little но, nasty. к сожалению, вот, когда я говорю, по-прежнему кашляю. But it's clearing. My chest is opening up. Но чувствую, что уже лучше, уже прочищается у меня горло. Maybe shall we Maybe turn turn off it the... down. Can you Может, turn it down a little чуть-чуть. bit? Is that... Не Thank выключайте, you, а thank просто you. немножко поменьше. Спасибо. Спасибо. Good. The medicines you gave me, someone gave me a spray which I used this morning, and these cough drops, they've been helping. Вчера Барри поднесли спрей для горла и также карамельки такие для горла, и они, похоже, очень помогают. Спасибо большое. And the lovely tea Чай очень вкусный, and honey, мед. it's all been helping. Все это помогает. Спасибо. And I think also the energy here with you Я думаю, еще и энергия, которая от вас исходит, has been helping. тоже очень сильно помогает. I kind of thought after the long day yesterday I'd be tired. Вчера я думал, что после такого длинного дня я буду чувствовать себя усталым, But it was quite the opposite. I was very energized. но на самом деле даже я чувствовал что-то противоположное, я чувствовал себя полным энергии. Yeah. The Buddha also gave a kind of like a story А Будда также рассказывал такую историю to illustrate this discrepancy. для того, чтобы проиллюстрировать вот эту разницу, This is like the great discrepancy. огромную разницу. You know the great game? Do you know this? The Great Game, Great game. большая игра. Do you know the great game?
Знаете, что такое большая игра? Yeah. There's this intrigue that people have been writing about that's been happening since the time of Napoleon in Central Asia. Большая игра – это такой термин, который относится к политическим действиям разных стран вокруг Центральной Азии, где-то примерно со времен Наполеона. You know, in the time of the Tsar, sometimes the Russians were dominant in Central Asia. Тогда несколько империй боролись за власть, за влияние на Центральной Азии, и одно время царская Россия приобрела главенствующее положение. Одно время Германия доминировала, одно время Британия. So there's a man who was a journalist, I think for New York Times, for about nearly 20 years, Peter Hopkirk, I think his name is, Peter Hopkirk, who wrote a book called The Great Game. И лет 20 назад журналист, кажется, из New York Times, Питер Хопкирк, написал книгу написал книгу о большой игре. A wonderful book, and it's kind of about all the intrigue that happens in Central Asia. Это замечательная книга, и она рассказывает обо всех этих интригах, которые плелись вокруг Центральной Азии. So he calls it the Great Game. И вот весь этот период политических интриг называется «Большая игра». So here we're talking about the great discrepancy. И он говорил об огромном расхождении. You know, in Moscow they don't let me ride the metro very much. Вы знаете, в Москве probably it's fine, but a little bit tiny concerned that there might be some safety issues. Me dressed as a monk, other people not knowing, you know, what is this person, and maybe some people that are a little bit imbalanced might create a little difficulty. So they don't really let me ride the metro very much in Moscow, but I have a couple times. Вы знаете, в Москве обычно мне не разрешают особо разгуливать по метро, потому что люди, которые меня принимают, беспокоятся, что могут быть какие-то неприятные инциденты, потому что люди, которые меня видят, возможно, не очень хорошо понимают, что это за человек, так странно одетый, и могут быть какие-то люди психически неуравновешенные. Поэтому мне не особо разрешают ездить в метро, но тем не менее пару раз я в метро спускался. And it's incredibly beautiful, the Moscow metro. И московское метро – это очень красивое место. So when you get on the train, когда вы садитесь в поезд, I think they do it in Moscow. They do it in Tokyo, and of course it comes from the London Underground. Я думаю, что это происходит и в Москве тоже. Скорее всего, это идет традиция из Токио и, конечно, из Лондона. Usually a woman's voice comes over the megaphone. Comes over the speaker. Обычно через громкоговоритель женский голос что-то объявляет. Mind the gap. Да, женский голос говорит внимание. Как это сказать правильно? У нас так не говорят. Да, обратите внимание, есть разрыв между платформой и поездом, да? Есть щель. Осторожнее. Не упадите. Don't fall into the space between the car and the platform. Yeah, there's usually a little space or a gap. Не упадите вот в эту щель между платформой и вагоном. So here we're minding the gap. Итак, вот здесь, в буддизме, тоже мы должны обращать внимание на вот этот разрыв. The gap here is the great discrepancy. И вот этот разрыв здесь – это большое расхождение, большая разница. So what's this guy talking about? Итак, о чем все это? Is he gone a little crazy? Вы, наверное, думаете, что я немножко не в своем уме. So you know what the great discrepancy is? Вы знаете, что такое большое, великое расхождение или разница? Raise your hand if you know. I have an idea. From the Buddhist point of view? I have an idea. So we're talking about ignorance. Здесь, напоминаю, мы говорим с вами о неведении. And we mentioned a number of analogies that the Buddha gave. И мы уже с вами упомянули несколько сравнений, которые приводил Будда. Where things appear one way. Когда вещи представляются нам каким-то образом. But in fact, they exist in another. Но на самом деле в реальности они существуют совсем иначе. So the great discrepancy is between appearance and reality.
Итак, вот эта вот огромная разница, расхождение между тем, какими явления представляются нам и какие они на самом деле. See, normally we don't mind the gap. Вообще-то обычно мы на эту разницу не обращаем никакого внимания. We don't notice the discrepancy. Мы просто не знаем о том, что существует это расхождение. We just say, what's the problem? И поэтому мы говорим, а в чем тут проблема-то? I see there's a beautiful chandelier over there, and of course there's a beautiful chandelier over there. Ну вот на потолке я вижу замечательная красивая люстра, и что такого? Вот тут есть эта красивая люстра. What's the problem? В чем проблема? Are you telling me there's no beautiful chandelier over Вы there? что, хотите мне сказать, что там нет вот этой красивой люстры? Да. Да, именно это я и хочу сказать. So we're training ourselves to begin to mind the gap, to notice the great discrepancy between appearance and reality. Итак, мы постепенно учимся различать вот эту пропасть, которая пролегает между тем, какими вещи представляются и какие они на самом деле в реальности. See, here's the problem. И вот здесь есть трудность. This has plagued philosophers since the time of Aristotle and Plato, over 2,000 years ago. Об этом думали философы со времен Аристотеля и Платона еще 2000 лет назад. How do we know there's something out there objectively true? Откуда мы знаем, что там что-то есть объективно существующее? How do we know it's not just an appearance inside here, in our mind? Почему мы считаем, что это не какое-то проявление нашего ума? Please check. Пожалуйста, посмотрите. Look there. Посмотрите вот туда. At what we call beautiful chandelier. На то, что мы назвали бы красивой люстрой в середине потолка. What do you see? Что вы видите? Take a moment to analyze it. Просто вот одну минутку подумайте об этом, проанализируйте. Are you seeing something over there? Вы там что-то видите? Or are you just seeing an appearance in your mind? Вы видите что-то, что действительно там находится, или вы видите некое проявление, которое есть в вашем уме? This is the important question. Это очень важный вопрос. In our modern world, our education is pretty much based on science, modern science. В современном мире наше образование в основном основывается на науке. And modern science, up until recently, И до недавнего времени современная наука has been saying, of course, there's a beautiful chandelier over there, objectively existent. сказала бы, что да, действительно, вот там есть красивая люстра, которая существует объективно. But now modern scientists, actually starting with Einstein and people 100 years ago, Niels Bohr and others, Но примерно 100 лет назад современная наука в лице таких ее представителей, как Эйнштейн или Нильс Бор, are beginning to say that so-called reality out there is very much influenced by reality in here, in our начали mind. говорить о том, что так называемая объективно существующая реальность вот там в большой степени подвержена влиянию со стороны того, что у нас внутри. In fact, quantum physics says anytime you observe something on the subatomic level, something small, На самом деле в квантовой физике говорится, что всякий раз, когда вы наблюдаете некое явление на субатомном уровне, you influence it. вы оказываете на него влияние. So there's this intimate relationship between an object and the mind that observes the object. Таким образом, существует очень тесная взаимосвязь между объектом и умом наблюдающего. Quantum physics. Это квантовая физика. I haven't said anything about Buddhism yet. Здесь я не произнес слово буддизм. This is the Buddhist understanding. Но именно таково буддийское понимание. Now, I don't mean to say that Buddhism and quantum physics are identical. Я совсем не хочу сказать, что буддизм и квантовая физика это абсолютно одно и то же. I'm not a quantum physicist, I wouldn't know anyway. Я не специалист в квантовой физике, и поэтому я, в общем, мало что об этом знаю. But they're not identical. Но я точно знаю, что это не одно и то же. Are they close? Близки ли они друг к другу? Do they share a lot of
similar kind of assumptions or a priori, you know, a priori kind of principles. Но есть ли у них какие-то общие предположения или принципы, о которые они считают верными априори? Yes. Да. Albert Einstein Альберт Эйнштейн said that he was not a religious person. Говорил про себя, что он не религиозный человек. But if he ever were to be religious or spiritual, Но если бы он стал человеком религиозным, he said he would be Buddhist. то он стал бы буддистом, по его словам. This did not come from the perspective of faith. It came from the perspective of understanding, of knowledge. И он это говорил, потому что буддизм ему был близок не с точки зрения веры, а ему он был близок как человеку, занятому научными познаниями. He was one of my heroes when I was a kid. Когда я был ребенком, Альберт Эйнштейн был одним из моих кумиров. I had one of these little, kind of cutouts, out of, not really cardboard, but kind of thick paper. And it was a cutout, it was kind of a triangle. And in the background was like an observatory at Princeton, at this what's it called? The Advanced Center for something studies at Princeton, where Albert Einstein spent a lot of time. And in the front of this cutout, so it's like a triangle, in the front, there's Albert Einstein riding a bicycle with his hair going everywhere. I used to have that on my desk as a kid. He was my hero. У меня на столе, когда я был ребенком, стоял такой как бы картонный, как треугольник, домиком. И с одной стороны была картинка изображения обсерватории в Принстоне, в Принстонском университете, где работал Альберт Эйнштейн, а с другой стороны была фотография Альберта Эйнштейна, который едет на велосипеде, и у него волосы вот так вот развиваются во все стороны. So Buddhism has appealed to different types of people, often very intelligent people, for a long time. И буддизм вот уже долгое время привлекателен для самых разных людей и зачастую для людей, связанных с интеллектуальным трудом. And I think many of you know that His Holiness the Dalai-Lama, on a regular basis, once or twice a year, has dialogues with, very top scientists, and they're often discussing psychology, the brain, neuroscience. Sometimes they're discussing quantum physics. И, наверное, многие из вас знают, что Его Святейшество Далай-лама ежегодно по 2-3 раза встречается с учеными, и во время этих конференций они обсуждают психологию, нейробиологию, они обсуждают вопросы работы мозга и также иногда квантовую физику. David Bohm, who I think was British, he was European or British. Я думаю, что он был или британцем, но в любом случае европейцем. He's now passed. He was a great physicist. Сейчас его уже нет в живых, но это был великий физик. They were close friends. И Его Святейшество Далай-лама был с ним в близкой дружбе. Some of these, His Holiness the Dalai-Lama, among many other things, is a genius. И Его Святейшество Далай-лама, помимо всех прочих его замечательных качеств, это гений. Many very, very highly intelligent people often say of His Holiness the Dalai-Lama that he's like a master chess player, Garry Kasparov. They don't say Garry Kasparov, but like a master chess player. И очень многие умные люди, говоря о Его Святейшестве, сравнивают его с величайшим гроссмейстером, например, с Гарри Каспаровым. Конечно, они не произносят имя Гарри Каспаров, но в любом случае они его сравнивают с гроссмейстером шахматным. Because they say when they present their kind of work they're doing, their scientific work. Потому что, когда они рассказывают Его Святейшеству о той научной работе, которую они проделывают, а потом они обсуждают с Его Святейшеством эту работу, His Holiness will often ask a question that assumes so many steps in between that haven't been discussed. И Его Святейшество Далай-лама зачастую задает такие вопросы,
которые даже и не поднимались во время обсуждения или доклада. То есть он как бы идет вперед на несколько шагов. So his mind has been able to make all those steps and then ask a question at the end of, a number of steps that haven't been discussed, just like a master chess player. И его ум как бы идет вперед, и вот эти какие-то вопросы, которые не обсуждались, он их проходит сам самостоятельно и задает дальше вопрос, примерно как гроссмейстер хороший шахматный видит на много ходов вперед игру. Okay, enough of me talking. Let's meditate. Ну, достаточно уже разговоров, давайте теперь перейдем к медитации. Let's do a shamatha meditation on the breath like we did yesterday. Сперва мы с вами проведем медитацию шаматха, в которой объектом будет наше дыхание, как мы вчера это делали. There are maybe 30 new people, roughly. И сейчас здесь есть несколько людей, которые не были вчера. So for those new people that maybe haven't done this meditation before, let me explain it. И я хотел бы объяснить для тех людей, которые, может быть, никогда такой медитацией раньше не занимались, немножко объяснить, что это такое и как это делать. Basically, we're going to be concentrating on our breath. Как я уже сказал, мы будем с вами концентрироваться на дыхании. As the breath goes in and out from the nose. На дыхании при вдохе и выдохе через нос. We're going to breathe normally. Дышать мы будем так, как дышим обычно. With our mouth closed. Рот закрыт. If you're not familiar with that sensation, I'd like you now to take 3 deep breaths through your nose, so close your mouth, through your nose, and observe with your mind, concentrate on the base of the nose, observe that sensation as the air goes in and out. И если вы плохо представляете себе, что это за ощущение, я предлагаю вам сейчас сделать 3 глубоких вдоха и выдоха через нос при закрытом рте и посмотреть, какое у вас будет ощущение вот здесь вот вверху губы под носом. Can you feel it? Вы что-нибудь почувствовали? Да? How do you feel? Anybody having trouble feeling that? Кому-нибудь, может быть, было трудно почувствовать это движение воздуха? You okay with it? That's what we're going to meditate on. Ну, тогда мы будем вот таким образом медитировать. But we're going to breathe normally. Но только мы будем делать не такие глубокие вдохи, а будем дышать нормально. We're going to keep our eyes open. Глаза открыты. And we're going to keep our heads up. Голова прямо вверх. And our eyes we're going to have glanced down in front of us like this. А взгляд направлен немножечко вниз и вперед. And we may get distracted. Возможно, мы будем отвлекаться. Please recognize when you're distracted and bring it back to your breath. Пожалуйста, каждый раз, когда вы отвлечетесь, распознайте этот момент и верните свое внимание обратно к вашему дыханию. And I'll watch the time. We'll meditate about 10 minutes. Я буду наблюдать за временем. Мы помедитируем примерно 10 минут. Unless I fall asleep. Если только я не засну. Then you have to wake me up. И тогда вам придется меня разбудить. I'm just kidding. Шучу. Okay, so sit up with your back straight. Итак, сядьте так, чтобы у вас была ровная спина. Straight and comfortable. Чтобы спина была ровная, но вам было бы удобно. Kind of sit up and then drop your shoulders. Сядьте, поднимите плечи и опустите их вниз, чтобы расправилась грудная клетка. And put your left hand down. Левую руку ладонью вверх. I guess I should say left hand with palm up. Левая рука ладонью вверх. And the right hand on top of it with the right palm up. И правая рука поверх левой, ладонью вверх. Thumbs touching, pointing up. Большие пальцы касаются друг друга и смотрят вверх. And then just, relax that in your lap. И просто расслабленно положите руки на колени. Good. Please meditate. Пожалуйста, начинайте. Before we meditate, I have a request. И еще прежде чем мы начнем медитировать, хочу вас попросить. I'm going to do it with you. Please turn off your cell phones. Я сейчас тоже это сделаю. Пожалуйста, выключите свои мобильные телефоны. Все. Otherwise, you'll get a beep or a message. Иначе, может быть, кто-то вам пришлет СМС или еще какой-то будет звук, который нас потревожит.
if you are waiting for an emergency call, you can turn it on in 5 or 10 minutes. Если вы ждете какого-то спешного, важного звонка, пожалуйста, поставьте телефон на вибрацию. Please meditate. Пожалуйста, начинайте медитировать. Please stop the meditation. Пожалуйста, заканчивайте медитацию. Sometimes we go too deep in our meditation. Иногда мы очень глубоко уходим в медитацию. It's almost like we go into a mental kind of into a hole, into a different world. Как будто бы через какую-то такую ментальную дыру мы попадаем в другой мир. And sometimes when we do that, we get a little bit dull. И иногда, когда это происходит, у нас появляется такая притупленность ума. Our mind can lose its clarity. Ум утрачивает ясность. But the mind stays often quite stable when we're in that place, mental place. Но в то же время ум пребывает в стабильности. It's a little bit like people like to stay up late at night. Это примерно похоже на то ощущение, как когда люди поздно вечером не ложатся спать еще. Work on the computer. Работают за компьютером. Or, paint. Или, может быть, рисуют. They get absorbed. Они полностью поглощены тем, что они делают. Everybody's asleep, it's quiet. А все вокруг уже спят, уже тихо. And you look at the clock. И потом они смотрят на часы. Whoa, 4 hours is gone. Ничего себе, уже 4 часа прошло, оказывается. You had no idea. А они даже и не заметили этого. That kind of getting absorbed. Вот такая поглощенность. Sometimes we get into that state when we meditate. Иногда, когда мы медитируем, мы именно в такое состояние поглощенности приходим. Sometimes we're fidgety. Иногда мы так себя чувствуем, мы ерзаем, The body doesn't feel settled. потому что тело в неудобном положении. Maybe there's pain. А может быть, где-то есть болевые ощущения. Or maybe the body's just fidgety. А может быть, просто тело не может долго находиться в покое. And the mind is fidgety, jumping around here, there, here, there. Но и ум наш тоже, он ерзает, он прыгает все время с места на место. So as I mentioned yesterday, there are a few things that might help. И вчера я уже говорила о том, что есть несколько вещей, которые могли бы помочь. Temperature control, light control, food control. Это температура, мы можем ее варьировать, это свет, освещение, которое тоже мы можем менять, и также еда, которую мы So if your употребляем. mind is jumping around a lot, Если ум наш постоянно находится в движении, warm up. то нужно одеться потеплее, Put on one of those thick winter sweaters. надеть, может быть, такой толстый зимний свитер. And also, if your mind is jumping around a lot, make the lights dim. Reduce the light. А если ваш ум постоянно в возбуждении, то также помогает немножко приглушить свет. Most of us, when we go to bed, we turn the lights off. Большинство из нас, когда ложится спать, мы выключаем свет. If there's somebody else sleeping in the room and they say, "Oh, I'm still watching TV or I'm reading," I'm going to leave the lights on. You may have trouble getting to sleep. И если еще кто-то с вами в комнате, когда вы ложитесь спать, продолжает смотреть телевизор, например, или читать, то вам может быть трудно заснуть. So generally, to calm down the mind, И в общем, для того, чтобы успокоить ум,
we make the situation a little bit more dark. Как правило, нам необходимо сделать свет чуть-чуть приглушеннее. And the opposite is true. Также верно и обратное. If we're getting really sleepy, если мы чувствуем себя сонливыми, we need to brighten. Необходимо больше света. So the lights should be brighter. Нужно свет, чтобы был поярче. We should be cooler. Нам нужно, чтобы температура была попрохладнее. So take off your thick, summer sweater. Вы тогда снимите с себя ваш толстый свитер. And then food. Также еда. We should go lighter on the food. If we tend to be sleepy a lot of the time in our meditation, we should take a little less food and less heavy foods, less kind of oils and fats. And if we're eating meat, less meat. Если во время медитации мы чувствуем сонливость, то с едой нужно поступить так, нужно есть чуть-чуть поменьше, нужно есть более легкую пищу, поменьше есть жирного, тяжелой пищи. And the opposite. И также верно обратное. If we're, our mind is jumping around pretty much every time we meditate. Если во время медитации наш ум постоянно прыгает с места на место, which we call lung in Tibetan, lung. В тибетском языке это называется лунг. And lung kind of means that there's a lot of movement of energy going on in the body and in the mind. И лунг означает, что в нашем теле постоянно движутся энергии в теле и в уме. And to settle that down, и для того, чтобы успокоить это движение, we need a little more food, нам нужно есть побольше and a little heavier foods. И есть побольше тяжелой пищи. A little more oils. Побольше жиров. If we take meat, a little more meat. Если вы едите мясо, то нужно есть побольше мяса. We can take a break now, and then we'll have a half an hour remaining, or we can continue until 1 o'clock. For me, I can do either. I don't know what do you need to take a little break and use the toilet or stretch? Как вы себя чувствуете? У нас осталось еще время. Мы можем сейчас сделать коротенький перерыв, и тогда у нас еще будет примерно полчаса времени. Если кому-то нужно, отойти в туалет или немножко подвигаться, поднимите руку, кто хотел бы сейчас прерваться. Либо мы можем продолжить без остановки до часу. Ваш выбор. Кто бы хотел сейчас сделать перерыв? Поднимите руку. So you're okay staying then? We have another 40 minutes. Так что, если вы готовы продолжать, то у нас еще есть около 40 минут. Хорошо? Okay, good. Хорошо. Okay. I want to give one other I mentioned a story that the Buddha taught that explains this great discrepancy. Я вам начал говорить о том, что Будда приводил такую историю, иллюстрирующую вот этот вот большой разрыв, большую разницу. But first, I have a question for you. Но прежде чем ее рассказать, хочу задать вам вопрос. What's the great discrepancy? В чем заключается эта большая разница, большой разрыв? Please. Это разрыв между тем, какими вещи представляются нам и каковы они есть на самом деле. This is the discrepancy between the appearance of the things and our perception and how they really are. Exactly. Да, совершенно точно. Спасибо. Thank you. I want you to stand up, please, if you don't mind. And very loud voice, facing the group. Пожалуйста, обернитесь ко всем, чтобы все вас видели. Пожалуйста, повернитесь, чтобы вас... И покажите. Так. Could you repeat what you said? Еще раз повторите, что вы сказали, пожалуйста. Всем. Между тем, как мы представляем вещи, и что есть на самом деле. Спасибо. Thank you very much. Wonderful. Now I'm going to ask you another question. А сейчас еще один вопрос вам задам. What's the discrepancy, the great discrepancy? В чем заключается великий разрыв? Raise your hand if you have an idea. Пожалуйста, поднимите руку, кто знает, что это такое. Some of you. Ага, некоторые из вас подняли руки. Okay, the great discrepancy Итак, великий разрыв is between appearance and reality.
между видимостью и реальностью. Okay? How things appear and how they really are. Just like, what's your name, please? Как вас зовут? Василий. Василий. Мгм. Vasily said, just like Vasily said, the discrepancy between how things appear and how things actually are. Как сейчас правильно сказал Василий, это разница между тем, какими вещи представляются, их видимостью, и тем, какими они являются на самом деле. We don't probably quite know what that means yet. We may not know. Наверное, пока еще мы не очень понимаем, что это значит. It's okay, stepwise. We'll slowly learn this. Это не страшно, постепенно, шаг за шагом мы об этом узнаем. And when we understand it, А когда мы поймем, and then you hear a teaching, for example, on the Heart Sutra, Ningpo, the Heart Sutra, и, например, когда вы будете слушать учение по сутре сердца, you'll have some understanding. а вы уже, у вас будет больше понимания. Okay? When you hear the Buddhist teachers talking about emptiness, Когда вы будете слушать, как буддийские учителя говорят о пустоте, you'll begin to have some understanding у вас уже будет какое-то понимание этого. between appearance and reality. Вот это различие между внешним проявлением и реальностью, We have to mind the gap нам нужно о нем помнить, нужно обращать внимание на это. and ask ourselves the question, is that really a chandelier over there, or is that just an appearance in my mind? И спрашивать себя, например, вот эта люстра, там она действительно есть, или это проявление, которое есть в моем уме. So there is a great Buddhist translator and scholar and practitioner whose name is Jeffrey Hopkins. Есть замечательный буддийский практик, ученый и переводчик, его зовут Джеффри Хопкинс. A retired professor from the University of Virginia. Он сейчас уже на пенсии, но раньше он преподавал, он был профессором в университете штата Вирджиния. When Jeffrey was young, his first teacher was Geshe Wangyal. Когда Джеффри был еще молод, его первым буддийским учителем стал Геше Вангьял. Who at that time in the 1960s was living in New Jersey. В то время, в 1960-е годы, он жил в штате Нью-Джерси. And Geshe advised Jeffrey И Геше Вангьял посоветовал Джеффри Хопкинсу to say everything that he looked at, to say false, на что бы тот ни смотрел, говорить себе, это ложно. So he was really kind of telling Jeffrey to mind the gap. Таким образом, он фактически советовал Джеффри помнить вот об этой пропасти. Is it something really out there or an appearance in the mind? То, что я там вижу, это действительно там находится или это проявление в моем уме? And the way it appears to us, just naturally, if we don't play with it or think about it, but just look, things appear as if they are out there. Out there. Когда мы смотрим на вещи, просто естественно смотрим на них, не задумываясь, нам кажется, что они действительно там есть. But the Buddhist wisdom, as we start to investigate, is that true or not? Но буддийская мудрость заключается в том, что когда мы начинаем проводить исследования, мы задаем себе вопрос, это истинно или нет. We start to find that it's not so easy to say it's out there. И тогда мы понимаем, что совсем не так легко сказать, что это действительно там есть. So Jeffrey would look at this teacup. Ну, например, Джеффри посмотрел бы на эту чашку. False. И сказал бы себе, это ложно. Look at the microphone. На микрофон посмотрел бы. False. Сказал бы, не настоящий. Look at his friends. Посмотрел бы на своих друзей. False. Сказал бы, не настоящие. Look at the beautiful chandelier. На эту прекрасную люстру. False. Не настоящие. Look at the cameraman. Посмотрел бы на оператора. False. Не настоящий. Look at the camera. И на камеру. False. Не настоящая. Look at the ceiling. На потолок. False. Не настоящий. The floor. Пол. False. Не настоящий. So he was kind of training his mind to mind the gap. Таким образом, он как бы тренировал свой ум, приучал его к тому, чтобы видеть эту пропасть. To begin to question if in fact our kind of the way we normally see things. Он приучал себя к тому, чтобы задавать вопрос, подвергать
сомнению то, как мы обычно видим вещи, is it correct правильно ли мы их видим, or not? или, может быть, нет. Now, with chandeliers, doesn't make a big difference. Ну, и когда мы говорим о люстре, то здесь нет большой разницы. But with our ego, Но если мы обратимся к it нашему makes «я», a huge difference. то вот здесь вот уже будет большая разница. Because the ego that we normally recognize Потому что то, что мы обычно подразумеваем под своим «я» to be real и считаем реально существующим, gets us into all kinds of trouble. на самом деле ввергает нас в огромное количество всяких неприятностей. So, you remember I said I was going to give you kind of a schema for Buddhism? Помните, я вам сказал, что нарисую вам такую схему того, что такое буддизм. 3 parts. Там 3 части было. Okay, lots of 3-part things or situations. This is another 3-part situation. Очень много разных частей и разных ситуаций, которые можно разделить на 3 части. Вот это еще одна трехчастная история. The number 3 turns up a lot in many traditions. Во многих традициях вообще тройка, число 3, часто появляется и играет большую роль. Troika, the Trinity. Подумайте о Троице. So here we're talking about destructive emotions, Итак, здесь мы говорим о разрушительных эмоциях. 1, Это номер 1, leading to action, которые заставляют нас действовать. either action that pushes away, that is more aggressive, Например, это может быть агрессивное действие, or more attraction or desire that brings towards. когда мы что-то отталкиваем, либо какое-то действие, подпитываемое нашим желанием, и тогда мы что-то к себе притягиваем. Result is suffering. И результат, номер 3, страдание. So these 3 parts. И вот эти 3 части. So number 1 is the destructive emotions. Номер 1 – разрушительные эмоции. They kind of move us or propel us to act. Они нас заставляют, подталкивают к действию. This action is number 2. Действие – это номер 2, It's karma. и это карма. And that leads then in the future to consequences which are difficult or painful. И в будущем это ведет к тому, что последствия принесут вам боль или трудности. We can call it suffering. И мы называем это страданием. Okay? So the first one is destructive emotions. Итак, первые разрушительные эмоции. Did you ever wonder what brings about the destructive emotions? Anger, jealousy, pride, excessive attachment. What brings these things about? Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда возникают, что становится причиной этих разрушительных эмоций, гнева, зависти, гордости? You have an idea, raise your hand. Если кто-то представляет себе, откуда они появляются, поднимите, пожалуйста, руку. Okay, quite a few of you. Да, Good, достаточно good, много. good, good. The gentleman in the back, please. Пожалуйста, вот там на задних рядах молодой человек поднял Who руку. raised the hand? Кто поднял руку? Yes, Да, please. встаньте, пожалуйста. Скажите, Can you да, откуда появляются, what brings about the destructive emotions? в чем их источник? Наше базовое неведение, мы не знаем своей природы. Мы не знаем себя. Exactly. Thank you very much. Да, совершенно точно, спасибо большое. Okay? So we could summarize that and say ignorance. Если говорить в общем, можно назвать это одним словом неведение. And it is an ignorance about who we are, our ego. И это неведение о том, кто мы действительно на самом деле. And not an ordinary kind of ignorance. Это не обычное неведение. You know, for example, I might wake up a little groggy, a little bit sleepy and think, oh, this is Natasha, that's Barry. Например, если я проснулся в таком замутненном состоянии ума, и я могу подумать, о, вот это Наташа, а это Барри. Not that kind of ignorance. Не о таком неведении мы сейчас говорим. A deeper ignorance. Это более глубокий уровень неведения. Who we really are. Кто же мы на самом деле? Okay. Okay. And what's the opposite of ignorance? Какова противоположность неведения? Raise your hand if you have an idea. Поднимите, пожалуйста, руку, кто знает, что это такое. Somebody way, way in the back. Вот там вот на самом дальнем ряду, вот с той стороны, Can you see пожалуйста. the hair? Yes. Всеведение. Yes. Да. Okay, we could say wisdom. Is that okay? Wisdom? Мы можем сказать другими словами мудрость.
Правильно? Thank you. Спасибо Very большое. nice. So, what's the Sanskrit term for wisdom? Санскритский термин для слова мудрость какой? The Buddhist wisdom. Буддийской мудрости. Просветление. Enlightenment. Huh? He says enlightenment. Enlightenment, yes, but the specific term Просветление, да, может быть, но вот термин есть такой прямо for точный. the Buddhist wisdom, Буддийская мудрость. it leads to enlightenment, that's exactly right. Она ведет к просветлению, к пробуждению, это правильно. But the exact word for Buddhist wisdom in Sanskrit, Но на санскрите как это называется? prajna, Шуньята? shunyata, yes. Prajna is close. Праджня это близко, We usually say shunyata. но обычно мы говорим шуньята. Very close to prajna. Но это очень близко к праджне. Yes. Okay, very good. Очень хорошо. And so what we're explaining much of today is about this Buddhist wisdom. И вот все, о чем мы сегодня говорим, имеет отношение к буддийской мудрости. In English we call it emptiness. По-английски мы называем это пустота. And what it means is that things are empty or absent or lacking. И как это можно объяснить, ну, в русском языке это, к сожалению, не звучит так красиво, в английском это нормально, что вещи пусты от чего-то или лишены чего-то. They're lacking or absent of existing independently. Они пусты или они лишены независимого существования. Independent from the mind. Независимого существования, независимого от ума. Okay. I'm going to break in a couple minutes for a question and answer session. Can you hold your question? I don't know, maybe I think the gentleman in the back has a question. Can you hold the question till then, please, a few minutes? У нас сейчас через пару минут будет сессия вопросов и ответов. Если у кого-то есть вопросы, то вы сможете их задать. Да? Хорошо? Okay. Don't pay attention. Just we can go on. Okay, good. Good. So, when we talk about the mistake, Когда мы говорим об ошибке, okay, I mean this discrepancy, об этом расхождении, and we give many of the examples that the Buddha gave, и мы приводим примеры, которые Будда приводил, where things appear one way, когда вещи представляются нам одним образом, they turn out to be something else. а потом оказывается, что на самом деле это что-то другое. The example is water of a mirage, Например, это вода и мираж, a dream image when we wake, или какой-то образ, который мы видели во сне, а потом проснулись и поняли, что это был сон, an image on the screen, like on a TV screen, или картинка, которую мы видим на телевизионном экране. when we start to examine. Когда мы начинаем изучать эти вещи поближе, Where is that football? то, например, вот с экраном, да, где этот мячик? It's not in the front of the screen, Он не находится перед экраном, not on the sides, его нет по обеим сторонам от экрана. not behind. Если мы сзади заглянем, то тоже не обнаружим мячика. So it appeared like there was a football there on the TV screen. Но видимость такова, что на этом экране есть футбольный мяч. But when we look closer, it's not there. Но если мы присмотримся, мы понимаем, что это не так, его там нет. This is emptiness. Вот это пустота. It's empty of existing the way it appears. То есть пустота, отсутствие существования такого, каким оно нам представляется. This is the great discrepancy. Вот это та самая великая разница, великое расхождение. This is ignorance. Это неведение. And what we're learning to do is to begin to identify that ignorance. И мы учимся распознавать это неведение. And when we can identify the ignorance, we can throw it out. И как только мы распознаем это неведение, мы можем от него избавиться. When we throw out the ignorance, what are we left with? И когда мы полностью избавляемся от неведения, что нам остается? Wisdom, Мудрость, reality. реальность. And why do we do all this? А зачем мы все это делаем? To be happy, Для того, чтобы быть счастливыми, to be patient, чтобы быть терпеливыми, to be calm, relaxed, быть спокойными, расслабленными, loving. любить.
Generous. быть щедрыми. Okay. Okay. Now, I'm going to break and we'll have some questions. Сейчас мы And when we come остановимся. back this afternoon, those of you that like to join us, I'm going to talk more about bodhicitta. Сейчас мы прервемся на вопросы и ответы, а потом, после обеденного перерыва, если для тех, кто из вас захочет вернуться и продолжить, мы поговорим об бодхичитте. So, if you have a question, Если есть вопросы, пожалуйста. Так, вопрос по поводу разницы между тем, какие вещи представляются, и пустотой. Да, разницу нам объяснили, как объяснить, есть ли между ними связь? А в чем она? В чем единство? okay, the gap, or excuse me, the discrepancy that we're talking about is between appearance and reality. Разница, о которой мы говорили, разница между видимостью и реальностью. And reality is like emptiness, that's correct. И реальность подобна пустоте, это правильно. But actually the discrepancy we're talking about is how things appear and how they really are. I mean, it's simply that. Но говорим мы на самом деле о том, какими вещи представляются и какие они на самом деле. So the question was... So the question was, what is the Unity. between the appearance and emptiness? Okay. The unity between appearance and emptiness is a very difficult notion. You may have heard this somewhere. Единство видимости и пустоты – это очень сложное понятие, о котором, возможно, вы где-то слышали. It's not so easy to understand. Его не так просто осознать, понять, что это такое. But the unity is emptiness. Но это единство и есть пустота. So everything, both samsara and nirvana, are in the nature of emptiness. Абсолютно все, и сансара, и нирвана в том числе, обладают природой пустотности. Nirvana is the mind that understands emptiness directly, realizes it directly. Нирвана – это такое состояние ума, которое постигает реальность такой, какая она есть, правильно постигает реальность. And samsara is the mind that does not. А нирвана – это такое состояние ума, которое не понимает природу реальности It's under the influence of ignorance. и находится под влиянием неведения. This is samsara. Это самсара. So the unity of samsara and nirvana И вот единство сансары и нирваны is emptiness, – это пустота, which means that both samsara and nirvana are actually empty. что означает, что и сансара, и нирвана обладают пустотностью. Means neither samsara nor nirvana has this mistake. Это означает о том, что и сансара, и нирвана, в них есть вот эта ошибка. So, from that perspective, there's no discrepancy И вот с этой точки зрения нет никакого расхождения between appearance and reality. между видимостью и реальностью. From that perspective, everything is reality. Everything is correct. С этой точки зрения все реальность, все верно. It's a little like the notion that we hear in Dzogchen, in the Nyingma tradition, of one taste, rochik. Это похоже немножко на то, что мы слышим в дзогчене или в традиции Нингма о едином вкусе. So from the perspective of Dzogchen, if one is practicing properly, С точки зрения дзогчена, если человек практикует дзогчен должным образом, there will be appearances, будут явления, but there'll be an underlying feeling or understanding that everything is empty. но как бы под ними, в основе них ощущение или понимание того, что все пусто. Now, that's not easy to understand. Это не очень легко понять. Please, yes. Да, пожалуйста. В вступительной части было сказано, что буддизм изучает сердце и ум, ум и сердце. В чем разница буддизма в этих понятиях? Между умом и сердцем, да? В чем разница в буддизме между умом и сердцем? Yeah,
Thank you. Wonderful question. Спасибо за замечательный вопрос. Same. Это одно и то же на самом Yeah. деле. So when we use the word mind in Buddhism, it's very comprehensive. Когда мы используем в буддизме термин «ум», это очень всеобъемлющий термин. It includes thoughts, Сюда включаются мысли, feelings, чувства, emotions, эмоции. the mind in any kind of a state like dream state, the dream mind. Ум в любых его проявлениях, ум как в состоянии сна, The intuitive mind, интуитивный ум, the non-dual mind, where there's no distinction between subject and object. ум недвойственный, который не делает различия между субъектом и объектом. Some of these things from modern psychology might be called subconscious. Также то, что в современной психологии называют подсознательным. So all these things are included when we talk about the Buddhist understanding of mind. И вот именно все это объединяет в себя в буддийском понимании слово «ум». And sometimes I'll use the word consciousness, and these are synonyms. Mind and consciousness mean the same thing. И иногда From the Buddhist perspective. в буддизме мы также употребляем слово «сознание», и с буддийской точки зрения сознание и ум – это два синонима. So in English, sometimes mind means more kind of the brain or thinking. В английском языке, но и в русском тоже, ум обычно, как правило, связан больше с мозгом и с мыслительным So процессом. sometimes I'll say mind and heart to indicate that I mean not only thought, but also feelings and intuition and emotions, all these things. И поэтому я иногда употребляю слово «ум» и «сердце» для того, чтобы провести различие, что я говорю не только об интеллектуальной какой-то деятельности, о мыслях, да, но и о наших эмоциях, чувствах и так далее, и тогда я говорю «сердце». Please. Вот понятие с телевизором и с люстрой для меня немножко различается. С телевизором проще понять пустоту, да? Ага. Вот, а реальная вещь, как это замечательная люстра, какие есть, ну, скажем, какая практика, метод войти в понятие этой пустоты, да, достичь этого состояния, да? Вот некоторые йогины осваивают эти вещи. The two analogy. With TV, it's easier to understand the emptiness, you know. And with a chandelier, what would you recommend? How to understand that it is empty of the real independent existence? Yeah, wonderful, wonderful. Спасибо, очень хороший вопрос. If you're understanding some of the examples that the Buddha gave, then you're beginning to understand this. Если вы какие-то из примеров, которые давал Будда, вам понятны, значит, вы уже на пути к постижению. The Buddha gave examples that have some kind of, they're like koans in ordinary life. Примеры Будды, можно сказать, что это такой аналог коанов в нашей обыденной жизни. The famous koan, one famous koan is, what is the sound of one hand clapping? Один из известных, наверное, всем коанов, да, что такое звук хлопка одной ладонью. So you're gonna kind of go, what? И вот тут-то мы действительно задаемся вопросом, действительно, а что It kind это? of trips you up. Это как бы немножко сбивает вас с толку, да, с And обычной it's позиции. designed to stop your thinking. И на самом деле это предназначено для того, чтобы вы перестали мыслить, думать. Kind of go, Чтобы вы так озадачились and for a few moments you're not thinking. и на какое-то мгновение перестали думать. So these examples that the Buddha gave are a little bit like that from everyday life. И вот эти примеры, которые Будда привел, да, это похоже вот на такие коаны, только из обыденной нашей жизни примеры. The chandelier isn't. Вот с люстрой это не так. We don't normally see discrepancy when we look at a chandelier. Потому что действительно, когда мы смотрим обычно на люстру, мы не видим никакого But we расхождения. do with a dream image when we wake up. We do with water in a mirage when we go closer. All those things disappear. Потому что, например, когда мы просыпаемся, мы понимаем, что наш сон это был всего лишь сон, или когда был какой-то мираж, он исчезает, мы понимаем, что это был мираж. So please continue to try to discover how those examples are like the chandelier or like your ego. Поэтому просто, пожалуйста, продолжайте анализировать и пытайтесь понять, в чем вот эти примеры, да, в чем их связь с примером с люстрой или, например, с вашим «я». It'll come. И вы к этому придете. Please. Правильно ли я понимаю, следуя из предыдущего вопроса, если взять во внимание сон, то есть мне снится, что я сижу в кафе, подо мной деревянный стул, я ем шоколадный торт.
Ага. стены, двери. То есть это все есть. Но когда я просыпаюсь, то я понимаю, что те мои реальные чувства и ощущения, они были той же пустотой. И получается, что здесь сейчас тоже сон. И если получится проснуться, то это как раз будет состояние нирваны. Ah, good question. Хороший вопрос. Yes. Да. Yes. What it means is we understand emptiness. Что это значит? Это значит, что мы постигли пустоту. Not just intellectually, Не на интеллектуальном уровне, but we feel it, we taste it, но мы это именно we почувствовали. experience it. Мы почувствовали вкус на собственном опыте. We call that not just understanding emptiness, but realizing, directly realizing emptiness. Мы называем это не просто пониманием пустоты, а реализацией пустоты, то есть непосредственным постижением пустоты. And directly means without concepts, not thinking. И здесь слово «прямое» означает, что здесь не вовлечены никакие концептуальные понятия. More like the intuitive mind, more like that. Это очень похоже на то, что с нами происходит, когда у нас момент интуиции. And when we do that, we've reached nirvana, yes. И когда вот с нами это происходит, действительно, да, мы достигаем нирваны. Have we reached omniscience? Мы достигли всеведения? Not quite. Еще пока не совсем. Okay? We still have some very subtle, we say obscurations, you know obscurations? Some still very subtle obscurations that we need to purify before we become fully enlightened, and at that point we reach omniscience. У нас еще остаются очень тонкие, наитончайшие загрязнения, которые необходимо устранить, прежде чем мы сможем достичь пробуждения или всеведения. But reaching the state of nirvana, which means directly realizing emptiness, very high state. Wonderful, wonderful. Но уровень нирваны, когда мы получаем прямое постижение пустоты, это уже очень-очень высокий уровень. Our life changes radically. И на этом уровне жизнь наша меняется радикальным образом. The floodgates open for love and compassion, always open. Открываются ворота для потока любви и сострадания, и они всегда открыты. No more selfishness, zero. Больше нет эгоизма, он на нулевом уровне. Obviously, no more destructive emotions. Естественно, нет больше никаких разрушительных эмоций. And incredible bliss and joy. И мы испытываем невероятное блаженство и радость. Спасибо. Please. Когда ты испытываешь нирвану, да, когда ты постиг состояние пустоты, тогда есть ли какие-либо цели впереди? Есть ли цели, когда ты достиг нирваны? К чему стремиться дальше? Yes, wonderful. Thank you. Спасибо большое, очень хороший вопрос. If you're a Mahayana Buddhist, Если вы последователь буддизма Махаяны, okay, and Tibetan Buddhists are Mahayana, а тибетский буддизм – это буддизм традиции Махаяны, Chinese Buddhists are Mahayana, и китайцы тоже буддисты махаянской традиции, Zen and Japanese Buddhists are Mahayana, и дзен, и японские буддисты тоже махаянской Korean Buddhists традиции, are Mahayana, в Корее тоже буддизм Махаяны. then your goal is to bring everyone to enlightenment. Тогда ваша цель – привести всех существ к пробуждению. You work day and night Вы работаете денно и ночно to achieve this, для того, чтобы достичь этой but it цели. doesn't feel like ordinary work. Но это не такая обычная работа, которую мы выполняем каждый день, You're totally blissed out, потому что эта работа одновременно связана с неимоверным блаженством. working for others. Вы постоянно работаете для And других. realizing emptiness, you have incredible capacity. И когда вы постигаете пустоту, вы обладаете уже огромными способностями. You can read other people's minds, Вы можете читать not just умы других людей, not just in the present, but in the past and in the future. не только в настоящий момент, но также и то, что было в их уме в прошлом и будет в будущем. So with this capacity coupled with this great compassion,
И вот обладая этими способностями вкупе с великим состраданием, you have tremendous capacity to help. Вы можете помогать, у вас невероятная способность помочь другим. So you just continue to help others И вы просто продолжаете помогать другим. with much more capacity. Просто при этом у вас гораздо больше возможностей и больше силы. По поводу мудрости, я вот немножко не понял, как слышать и чувствовать вот эту истинную мудрость и жить в соответствии с ней. Как слышать? Yeah, first we have to understand it. Прежде всего необходимо понять мудрость. It's not easy. Это не просто. So I've asked people to be patient. И я прошу людей проявить терпение. When we begin to understand even a little bit this wisdom, Когда мы немножечко даже начинаем понимать эту мудрость, then we will automatically be very careful with our actions. тогда мы сразу же автоматически начинаем проявлять гораздо больше внимания к тому, что мы делаем, и осторожнее We становимся. will begin to understand deeply Мы начинаем более глубоко понимать, that our harmful actions will bring painful results to us. что наши так называемые неблагие деяния принесут в результате нам самим боль. And our helpful actions, kindness, А благие деяния, когда мы помогаем другим, принесут, наоборот, нам добро. will bring happiness to us and, of course, to those that we help. Они принесут счастье нам самим и, конечно, тем, кому мы помогаем. So we'll be much more careful about doing harmful things. И таким образом мы становимся гораздо более осторожны в таких своих действиях, которые могут другим повредить. And there's a one-to-one correlation. И здесь есть прямая связь. The deeper our understanding of wisdom, the more careful we are to avoid negative or harmful actions. Чем глубже мы погружаемся в понимание мудрости, тем осторожнее мы с теми действиями, которые могут принести вред. It's a very important question. Thank you. Это очень важный вопрос. You have another? Да, Yes, please. здесь больше идет ориентирование на конечный результат, то есть польза или вред. То есть мы больше ориентируемся на конечный результат здесь, на пользу или вред. Both. И то, и другое. I mean, the action itself and the result, both. Само действие и его результат. But primarily the result. Но, конечно, в первую очередь результат. That's how we define if the action is wholesome or unwholesome. Потому что именно по результату мы можем судить о том, было ли действие благим или неблагим. If the result brings pain Если результат приносит боль to ourselves and to others, нам самим и другим, it's considered negative or unwholesome. тогда это считается неблагим действием. If it brings happiness to ourselves and others, Если it's же considered wholesome. приносит благо нам самим, счастье нам самим и другим, тогда это благое деяние. Yes, please. Yes, да. Сколько распространен дзен-буддизм? В мире вообще. В мире вообще, в каких странах и в России в частности. Как часто он встречается? Потому что для меня это редкость. Я интересуюсь дзен-буддизмом. Широко ли распространен дзен-буддизм в мире и в России в частности? Zen Buddhists. Yeah, in the West, Zen Buddhism had a popularity in the 1950s and 60s. На Западе, в западных странах, дзен-буддизм был необычайно популярен в 50-е и 60-е годы прошлого века. It still has a popularity in some places, but I think it hasn't been growing as fast as some other traditions like Theravadan Buddhism and particularly Tibetan Buddhism. И, конечно же, интерес к дзен-буддизму продолжает расти, но не так быстро, как к другим традициям буддизма, например, буддизму Тхаравады или к тибетскому буддизму. I think you find more Zen Buddhists, of course, in Japan, Конечно, больше всего дзен-буддистов вы встретите в Японии, Korea, and China. в Корее и в Китае.
and then to some degree in the States, in America. И, может быть, тоже в какой-то степени в Соединенных Штатах Америки. There's a very old Zen center in San Francisco. В Сан-Франциско, в частности, есть один очень уже старый дзен-буддийский центр. And they've been working for decades with men and women that have AIDS. И они уже много десятилетий работают с мужчинами и женщинами ВИЧ-инфицированными. They've been doing some remarkable work. И они проделали замечательную работу. The first books that I read when I was 14, the first Buddhist books, Когда мне было 14 лет, и я прочел первую в своей жизни книгу о буддизме, were Zen Buddhist books. это была книга по дзен-буддизму. And I have no idea where they came from, because none of my friends or family were interested in Buddhism, let alone Zen Buddhism. И я понятия не имею, откуда эта книга появилась у нас в доме, потому что ни один из моих друзей или друзей семьи не интересовался дзен-буддизмом. One was by D.T. Suzuki. Это была книга мастера Д.Т. Судзуки. And he was a very great teacher, lived in America, and his wife was very fluent in English, so he was able to publish a lot of his books in English, with his wife translating. Это был великий учитель, он жил в Америке и был женат на американке, поэтому она прекрасно говорила по-английски и помогала ему переводить его книги на английский язык, и они стали очень популярны. А в России? Sorry? В России есть? Yes, there are. Наверняка есть. You're welcome. Yes, please. Вот в примерах с мячом, допустим, да, со сном более-менее понятно, мы их не можем пощупать, футбольный мяч на экране или сон. А вот люстру, допустим, мы можем пощупать, тетрадку можем пощупать, как быть с этим. When we touch something, very good question. Это Thank очень you. хороший вопрос, спасибо. When we touch something, Когда мы к чему-то прикасаемся, would you agree that there's some kind of a tactile sensation? вы же, наверное, все согласитесь с тем, что у нас есть некое чувственное, тактильное ощущение, That we perceive? которое мы чувствуем. Is that perception, that tactile perception, in our mind? Вот это ощущение, оно существует в нашем уме? If you think it is, then maybe that's all there is a tactile sensation in our mind. И если вы думаете, что оно существует в нашем уме, то вполне вероятно, что это, в общем, то, чем оно является, это просто проявление нашего ума. Now, we normally don't think this way. Просто обычно мы не размышляем таким образом. But philosophers, as I mentioned, since the time, even before Aristotle, but famously from the time of Aristotle and beyond, have been posing this question and debating back and forth. Is there just mind? Are there just these perceptions in mind? Or is there an external reality? Or is there some kind of combination? И как раз об этом я и говорил, когда упомянул о том, что философы еще со времен Аристотеля, они об этом думали и очень много спорили об этом, что вот то, что нас окружает, это проявление нашего ума, или это действительно существует независимо помимо нашего ума. So when we begin to think this way, we're minding the gap. И когда мы начинаем думать таким образом, вот в этот момент как раз мы и начинаем помнить вот об этой пропасти. We're beginning to question or explore this discrepancy between appearance and reality. Мы начинаем задумываться и исследовать вот эту разницу между проявлением внешним и реальностью. It's not so clear. Здесь, конечно, это не так ясно, не так понятно. So we have to explore again and again and again. Здесь потребуется исследование больше, больше и больше. The great Russian explorers went to the North Pole and they spent years and years exploring. Великие русские исследователи, они отправлялись на Северный полюс, и их исследования длились целые годы. The mind is even more vast than the North Pole. А наш ум, он гораздо дальше и гораздо шире, чем Северный полюс.
So it takes a lot of patience Так что потребуется много терпения and a lot of exploration. и очень много исследований. Please. У меня есть такой вопрос. Когда, значит, доброта? Ага. Два человека. Один от души вот раз и сделал что-то другим людям, а другой подумал, мне надо накопить заслуги, и что-то сделал. И вот разница между этими. Есть ли разница между проявлением доброты, когда кто-то просто сделал что-то не задумываясь, а другой подумал, вот я, наверное, сейчас так хорошо поступлю и накоплю благую карму? Yes. Да, there is есть a difference. разница. When you're thinking about yourself and your own collection of merit or good karma, that becomes a little more selfish, so the motivation is not as broad. Потому что если вы делаете что-то хорошее, но при этом задумываетесь о себе самом или о том, что вы сейчас накопите благую заслугу, тогда уже ваша мотивация не столь чиста. It's not bad, Она не плохая, it's just more limited. просто более ограниченная. When you're just, automatically responding out of kindness without expecting anything in return, good merit, a smile, a thank you, anything. Если вы делаете какое-то доброе дело просто от естественного чувства доброты и не ожидаете при этом благую карму или уважение или что бы то ни было взамен, Less limited, it's more expansive, то это более обширное такое деяние more powerful, positive result. и более сильные позитивные результаты. Now, notice I said the first type, where you're thinking about your own collection of, good deeds. That's not bad. It's just a little more limited. That's all. Но, опять же, в первом случае, когда вы думаете о том, что вы накопите какие-то положительные заслуги, я не хочу сказать, что это плохо, просто это чуть более ограничено. Yes, please. Если форма изначально отсутствует, то для кого тогда сострадание и мудрость? Если все обладает природой пустоты, то для чего тогда сострадание и мудрость? Yeah, very good question. Thank you. Хороший Wonderful. вопрос, спасибо большое. When we say everything is empty, it doesn't mean that nothing exists. Когда мы говорим, что все обладает природой пустоты, мы не говорим, что ничто не существует. It's a very fine, subtle point. Это здесь очень такой тонкий момент. It means that the way things ordinarily appear, those don't exist. Это лишь означает, что вещи такие, какими они нам представляются обычно, не существуют. But still, there's something exists. We're still here. There's still suffering, and there's still a need for love and compassion. Потому что все равно что-то существует. Мы по-прежнему здесь. Мы чувствуем страдания, мы ощущаем любовь и сострадание. Then you might say, well, once we get rid of this false appearance, И, once we negate it or get rid of it, возможно, вы скажете себе, но когда мы полностью избавимся от этих ложных представлений, you might say, then if you say there's still something existing, what is it? то тогда мы зададимся вопросом, если что-то остается, то что это? And that's a difficult question, И вот это уже трудный вопрос, because you can't quite answer that head on directly. потому что на него нельзя ответить прямо. You first have to get rid of the mistake or the ignorance, Потому что для того, чтобы ответить на него, сперва нужно избавиться от неведения, kind of the false appearances. You have to sort of get rid of that. избавиться от этих ложных представлений, And then проявлений. experientially what you're left with, that's reality, that's wisdom. И то, что с нами останется после этого, это и есть реальность, это и есть мудрость. That's part of the reason why it's difficult to understand this Buddhist wisdom, this shunyata. Это, в частности, вот один из моментов, почему трудно понять буддийское представление о мудрости, шуньяту. Because you first have to recognize the mistake, the ignorance. Потому что сперва необходимо распознать ошибку, неведение. And then you say bye-bye to the ignorance. И распрощаться с этим неведением. And what you're left with is reality. И то, что вам останется после того, как от вас уйдет неведение, это реальность. It's not so simple, not so easy. Это не так просто.
But just by the nature of your question, Но сама природа вашего вопроса I can tell that you're already having some understanding. показывает мне, что вы уже обладаете определенным пониманием. So please continue your study, your contemplation, your thinking about it. Пожалуйста, продолжайте изучение, созерцание, продолжайте думать об этом. And slowly you'll take this into your meditation. И, пожалуйста, включайте это в свою медитативную практику. And then you'll start to understand a little deeper. This often takes many years. И постепенно вы начнете более глубоко это понимать. Иногда на это уходят многие годы. And it takes a lot of, we say sonam, good merit. И это также потребует большого количества благих заслуг. Which means leading a good life. This helps kind of, it's like preparing the field to plant a good, successful crop. То есть необходимо вести правильную добродетельную жизнь. Это похоже на то, как для того, чтобы засеять поле, мы должны сначала подготовить почву. So the kindness, the love, the compassion, the generosity, the patience, the ethical discipline, these things are all helping us to create a good ground upon which then we can understand the wisdom. То есть доброта, любовь, сострадание, щедрость – это все те качества, которые помогают нам подготовить почву для того, чтобы постичь мудрость. Спасибо. Let's maybe have one or two more questions and then we'll break for lunch. Два вопроса зададим и потом прервемся на обед. Иллюзия по поводу, скажем, той же люстры, по поводу футбольного мяча, аналогичные. И я могу свериться с соседом. Мы нарисуем люстру одинаково. Иллюзия, мои ощущения, его ощущения, ваши ощущения. Наверное, мы где-то одинаково видим. Такие заблуждения. Как объяснить то, что если это иллюзия, то все равно все люди видят ее одинаково, она всеобщая. Will we actually draw the same chandelier? А мы действительно нарисуем одинаково эту люстру? Some people might be seeing it right from underneath. Кто-то, возможно, на нее смотрит прямо вот снизу. And draw that view. И нарисует с этой точки зрения. Some people are seeing it from the front, like I am. А кто-то посмотрит на нее вот так со стороны, как я сейчас смотрю. Some people are seeing it from the side, as you are. Кто-то будет с другой стороны, например, смотреть на нее. The others who are upstairs, if they were to drill a hole in the floor, they would see it from a different view. А те, кто там над нами, если они просверлят дырку в полу, то они увидят эту люстру совсем с другой точки зрения. If we're a fly and we're sitting inside the chandelier, we'd see it from a different view. А если бы мы были мухой, которая сидит внутри этой люстры, мы бы ее увидели еще с другого ракурса. So, you know, I'm not sure we would all draw it exactly the same. Так что я не уверен, что мы бы нарисовали одинаково. So the question is, why is it illusion? Is it an illusion? I think that's your question. Я думаю, что ваш вопрос заключается в том, почему это иллюзия. Ну вот это же узнаваемо. Я узнаю иллюзию. We can recognize it. If you look at this object, you say, this is a chandelier. If she looks at this object, she says, this is a chandelier. Yes, you can, but it assumes that you have a linguistic community in common. Но здесь еще вопрос заключается в том, что, скорее всего, вы вот с этими своими людьми, с которыми вы будете обсуждать люстру, у вас есть единое языковое поле, вы находитесь в одном языковом пространстве. What's the Russian word for chandelier? Люстра. So if you say to me, lustra, если вы мне скажете люстра, I don't recognize a chandelier. Я не пойму, о чем вы говорите. Я могу показать жестами, и вы тоже узнаете. I can show you with the gestures, and you will recognize that what I'm talking about. Yes. Now, if I'm a very young child, like the one 3 rows behind you, Но вот представьте себе, я очень маленький ребенок, I как вот у нас probably есть в wouldn't зале. understand. Я же вас не пойму, скорее всего. If I'm somebody that's been raised in the forest, Или, допустим, я вырос в лесу, brought to the city, не в городе. and I look up there, И вот я смотрю туда, I have no idea. и у меня нет ни малейшего представления о том, что это. So I have to learn this in the context of a language, И мне придется это узнать об этом, да, в контексте языка, in the context of concepts. в определенной концептуальной среде. And then once we have that background, what you say is, I think, correct. Но если мы все как бы происходим из одной
сферы, да, мы все были образованы одним образом, that we can agree. то тогда, да, мы согласимся, что это люстра. Yeah. Или канделябр, или там, как это ни назови. Yeah. You know, this question is not an easy one. This discrepancy question between appearance and reality. Этот вопрос о разнице между проявлением внешним и реальностью – это непростой вопрос. But please do understand that great thinkers in all traditions of the world have been asking this question for a long time. So it's something important, and it's something that has a lot of credibility. И, пожалуйста, не забывайте, что великие мыслители во все времена задавали этот вопрос. Это сложный вопрос, и он не столь очевиден. Not kind of, I don't know, you probably can't translate this. It's not hocus pocus. Это, да, это не такой фокус-покус. I don't know, does that work in...